Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она говорит другим, когда находится под шофе? Такое необычное сегодня название будет. Я думаю, все знают, что значит под шофе. За рюмкой чая, да? Итак, настраиваемся на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Я бы вас просила по максимуму поставить лайк, поделиться с друзьями. Это, кстати, полезно и приятно и для меня, и полезно для канала, для развития канала, делиться видео. И писать, конечно же, комментарии. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так, кардинальные перемены, которые произошли у вас в жизни, вот до сих пор не дают покоя. Это разрыв семьи, разрушение семьи. Это состояние, которое, я бы и врагу не пожелала. Вот либо же сейчас некоторые из вас находятся в таком состоянии, когда вообще настолько плохо, что вообще ни до кого, ни до чего, апатия, ничего не хочется. Некоторые же это состояние еще недавно пережили, да, потому что это общий расклад. В вашей жизни очень много было манипуляций, причем эти манипуляции были как раз в семье у вас происходили. Теперь у вас, остался своего рода такой страх. Страх именно перед манипуляциями. Вы побаиваетесь, опасаетесь, что новая женщина точно так будет манипулировать вами. Вы такой человек, склонный к риску, я бы сказала. Это могут проигрываться, что любитель, допустим, вы каких-то экстремальных видов спорта. Либо же в вашей жизни бывают периодически такие ситуации, что, возможно, вы были вот на грани жизни и смерти, да, то есть вы как-то вот рисковали в жизни, кем-то, чем-то рисковали, да, у каждого проигрывается это по-своему. Так, что еще? Деньги, в принципе, я бы сказала, у вас есть. Деньги есть, конечно же, хотелось бы побольше. Но вот знаете, вот когда у вас произошли перемены в жизни, вот как-то вы стали жить, более легко, что ли. Вот как-то раньше больше вы заморачивались, потому что была семья, была любимая женщина. Нужно было о том, о пятом, десятом думать, как решить какие-то проблемы. Сейчас вот вам полегче. Вот именно в том плане, вот в моральном, да, помимо того, что вам никто мозг не компасирует, вы живете, особо не задумываясь, что будет, да, там, если где-то что-то поломается, если не будет денег, как-то вы особо этим не заморачиваетесь. Одно дело, когда вы ответственны за семью, за детей, там, за жену, да. Сейчас как-то вот легче. Те вещи, которые раньше вас беспокоили, то, что вы раньше, допустим, близко к сердцу брали, сейчас уже как-то не особо вас волнуют. Вот произошли такие небольшие, то ли это переоценка ценностей, то ли какие-то вот произошли, может быть, работы над ошибками произошли у вас. Вы мужчина довольно сильный. Причем сильный это может быть как физически, так и морально. Вы довольно выносливый. В вашей жизни бывали ситуации, которые были и опасны для вашей жизни, может проигрываться. И ситуации, когда, это могут быть, знаете, какие-то потрясения вот психологического характера, да, и смерть близкого человека, допустим, там, друзей, может быть. То есть ситуации такие довольно сложные, житейские, да, там, где другие люди могли расклеиваться, то вы обычно, держитесь до последнего, такой вы силач во всех отношениях. Вам, конечно же, знаете, вот сейчас, вот я не вижу другой женщины у вас, но где-то там в глубине души, да, на уровне мыслей, вот вам бы хотелось, конечно же, встретить ту единственную, которая стала бы вот вашей, я не знаю, единственной, неповторимой до конца жизни.
Вот да, вам сейчас плохо, вам ужасно плохо, ну вот либо же вот еще недавно было, ну то есть особо не до личной жизни. Вот я не вижу таких вот отношений серьезных, хотя да, в душе вы надеетесь, вы верите, что вы встретите женщину, что все у вас наладится. Ну, конечно же, надежда умирает последней. Всегда должен быть настроен на позитив. Поэтому правильно вы делаете, кто так думает, кто надеется на встречу, Вселенная обязательно вас услышит. Итак, какая женщина пришла к нам на расклад? Барабанная дробь. Какая же женщина? Так. Очень такая, знаете, продуманная дама. С ней сейчас вы либо же не общаетесь, либо же общаетесь очень и очень редко. Этой женщине вы давали и деньги, и финансы, и вкладывали с нее. Эта женщина жила с вами исключительно по выгоде, ну, либо же была в отношениях, да, у всех по-разному. Кто-то был женат, кто-то был, может быть, в гражданском браке, либо в отношениях. Опять же, смотрите, ну деньги, 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 одни пентакли у нас везде, вот как она любила. Вот эта карта очень четко показывает, вот вы даете ей денежку, да. Человек настолько продуманный, настолько финансово ориентированный, да. Вы впахивали, как папа Карло, ради этой женщины. Но до сих пор я вам скажу, вот даже несмотря на то, что вы вот разошлись, эта женщина имеет много претензий, много злости и агрессии в ваш адрес. Я не исключаю даже, что может быть какое-то магическое воздействие было от этой дамочки, но это будет уже другой расклад, да, я так в общих чертах рассказываю. Но я думаю, что вы свою бывшую зазнобу, я думаю, все узнали. Опять же, дама, любящая интим, дама, любящая, ну, разнообразный интим, я бы сказала. Любящая сходить направо-налево, любящая поманипулировать и поплести интриги. Так, ну я думаю, позитивного описания, да, вот в кавычках, я думаю, пока достаточно. Тут один позитив в этой даме, я смотрю. Итак, что же она говорит о вас, когда находится под шафетом с друзьями, приятелями, родственниками? Смотрим. Итак, а ей не так хорошо, вы знаете, без вас, как она может это рассказывать или показывать. Она рассказывает, как она умело вами манипулировала, да, вот очень четко вот говорит нам эта карта. Как она вот за ниточки эти дергала, да, вот как кукловод, как она умело управляла вами, как вы ее любили, кружили, а она этим пользовалась. Это она рассказывает, когда вот именно в таком состоянии находится, как я уже говорила. Она жалуется своим друзьям-приятелям за рюмкой чая, да, что ей приходилось довольно часто одевать с вами маску. Маску такой вот, ну, такая вся веселушка-хохотушка, такая вся для тебя, люблю тебя и такое подобное, чтобы достичь того, что она хочет. Это, конечно, я сейчас малоприятные вещи рассказываю, но тем не менее, провалидолились и смотрим дальше. Дама, которая... Ну, я не уверена даже, знаете, что она вообще была искренне с вами. Вот этот человек по большей части, ну, она такая великая актриса с вами была. Вот даже мне, знаете, вот казалось бы, это вообще для меня посторонний человек, да, но настолько вот противно и неприятно, настолько вот неприятная энергетика идет. Как так можно, да? Вы жили с этим человеком, вы любили, вы вкладывались. То есть, ну, может быть, у кого-то сейчас реально откроются глаза. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, было для кого-то это открытие или нет. Может быть, вы не знали о своей бывшей каких-то моментов. Человек настолько продуманный, наигранный. Вот она именно играла в любовь. Да, поначалу у нее была какая-то симпатия, хотя, опять же, это была симпатия. Ну, как знаете, бывает вот в 20 лет сходятся, ну да, красивый там мужчина,
Тем более, если вы там влюбились, галантный были, джентльмен, там подарки и все такое. Да, поначалу она влюбилась. Потом ей пришлось одеть маску, потому что ну, влюбленность и страсть очень быстро проходят в отношениях. Ей поэтому пришлось притворяться. Она рассказывает вот за рюмкой чая подругам, что ей довольно сложно порой было вам притворяться перед вами. Ей это надоедало, ей было неприятно. Вот она реально себя чувствовала актрисой. Для чего она это делала? Ну, хотя, опять же, здесь понятно, что, ну, вот деньги, ей нужны были деньги, вложения, да. Вот она, знаете, вот она оседлала вас, грубо говоря. Она оседлала и так и жила, да, вот именно чтобы в своих корыстных целях. Человек, который, ну, она однозначно, вот, она вас доводила до такого состояния. Ну, я даже не могу подобрать слов, чтобы описать, да, здесь, ну, измены однозначно были. Здесь даже может у вас проигрываться вот ситуация, что, ну, я не знаю, ну, хотелось уйти. Может быть, даже вот когда вы с ней жили, была настолько у вас ситуация отчаяния, но вы вот момент разрыва оттягивали до последнего, потому что кто-то любил все еще, да, прощал, кто-то ради детей, там, кто-то надеялся, что, может быть, она одумается. Вот, понимаете, она вот рассказывает за рюмкой чая своим друзьям, приятелям, вот настолько она прекрасно понимает, как она вас гнобила. Вот она понимает, что вот она как вот это вот, ну, чуть ли не баба-яга с косой, да? Она понимает, что она вам делала больно, она вам разбивала сердце, да? Понимаете, вот такие ужасные вещи у меня сейчас, ну, реально, просто до мурашек. То есть человек вот в такие моменты, да, как говорят, человек расслабленный, чуть ли не исповедуется своим друзьям. Вот она реально это рассказывает. Вот как бы в трезвом состоянии она этого не расскажет. А здесь, ну, такой вот словесный понос, как говорят. Так, какой кошмар. Я в шоке по колено. Ну, здесь, ну, каждая карта сама за себя говорит. Вот настолько, вот столько было обмана от этой женщины. Она рассказывает, что она много раз обманывала. Она постоянно была в маске с вами. Она много чего терпела. Вот, да, вот эти деньги, которые ей от вас не так легко и просто давались, вот кровью и потом. Вот она пыталась изобразить из себя что-то. Изобразить любовь, изобразить какое-то вот притворство, да, чтобы получить от вас порой что-нибудь. Она рассказывает, как она очень часто злилась на вас. То есть, понимаете, это такая вот какая-то, ну, негативная исповедь. Я в шоке, я просто в шоке, ребята. С кем вы жили, ну, честно. Здесь трэш полный, конечно. Поэтому я даже не знаю. Причем, смотрите, дама, ну, она однозначно, она любит только денежных мужчин, она любит только тех, кто ей что-то дает, как-то вкладывается. Она давно хотела с вами разойтись, для кого-то это может стать таким реально трэшем, да, но это факт. Ей было довольно непросто с вами жить морально. Вот ее много чего не устраивало, ей много чего не нравилось, потому она еще, я вам скажу, вот она, потому и придиралась к вам, потому она и скандалила, да, вот так себя вела, ходила налево-направо, ей просто надоело. Хорошо, почему она не решалась разойтись? А потому что ей нужно быть... Вот, ей нужно быть императрицей. Вы ее кружили, и она боялась. Ей морально, вот именно как чувство, вот, да, ее, ну, как сказать, душевное состояние было очень хреновезное, когда вот вы были с ней там в семье, в отношениях. Ей было вот плохо. Она не чувствовала себя счастливой женщиной, потому что, ну, в принципе, она с вами сошлась без любви. Здесь как бы... Ничего удивительного нет. Получается, у вас была игра в одни ворота. Вы любили, она нет. У нее чисто симпатия, страсть, которая быстро прошла. Вот вы были для нее джином, вот этим вот из волшебной лампы Аладдина, да, который исполнял все ее хотелки. Я понимаю, что, ребят, напишите, кто еще живой, напишите, да, и смех, и грех, конечно.
В шоке вы или нет после того, что вы услышали сегодня? Смотрите, она это терпела, да, вот она давно хотела разойтись, потому что вы были джином, потому она и терпела это. Она не решалась, она не знала, вот получится ли у нее встретить другого мужчину или нет, будут ли у нее деньги или нет. Понимаете, она до последнего оттягивала, она давно хотела с вами разойтись. И она искала повод. У кого-то может проигрываться, что она думала, допустим, она будет вам мозг выносить, да, вы не выдержите, уйдете. У кого-то она думала, что вот начнет изменять, вы узнаете. Ну, то есть у каждого будет по-своему проигрываться. Но вот у нее реально, у нее уже начала крыша съезжать, просто она уже не знала, как вот разойтись как-то вот по-умному, чтобы она в шоколаде осталась, чтобы она на коне, чтобы в любом случае она осталась в выигрыше. Вот как-то так, ребята, я в шоке, честно, мой шок в шоке. Поэтому вот с таким человеком вы жили, я даже не знаю, какими словами можно назвать такого человека, да я и не вправе называть, но я реально в шоке. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!